Начало ли это великих перемен, которых AR/MUI по всему миру никогда не могли себе представить? Правда ли, что Тэхён подает скрытые сигналы о возможном расставании, которые теперь, наконец, раскрыл Чингук? И почему HYBE, гигантское агентство, в котором состоит BTS, было вынуждено вмешаться и дать официальный ответ на поток слухов? Эти вопросы вызвали волну горячих дискуссий в социальных сетях, вновь выведя индустрию развлечений Южной Кореи в центр мирового внимания. Все началось после того, как фанаты тщательно проанализировали несколько публичных постов и высказываний Тэхёна за последние недели. Хотя на первый взгляд они казались обычными, некоторые наблюдатели заметили отличающиеся от привычных моделей общения, которые могли нести скрытый смысл. Подозрения усилились, когда Чингук в недавнем интервью сделал заявление, которое сочли двусмысленным, но насыщенным подтекстом. Вскоре HYBE выпустили официальное разъяснение, которое, вместо того, чтобы развеять догадки, породило новые вопросы. Для некоторых эти слухи слишком трудны для принятия. BTS всегда были известны своей прочной связью как на сцене, так и за кулисами. Однако история индустрии К-поп показывает, что изменение состава или направления карьеры возможно даже для групп с мировой популярностью. По словам аналитиков индустрии развлечений, малейший сигнал от участников BTS всегда имеет далеко идущие последствия, не только для фандома, но и для экономики корейской индустрии развлечений. Слухи о намеках на расставание от Тэхёна появились после его прямой трансляции на фанатской платформе. В эфире он выглядел более задумчивым и подбирал слова, которые сочли эмоционально нагруженными. Фразы вроде «у каждого пути есть конец» и «главное» воспоминания, которые мы берем с собой, быстро разошлись в сети и вызвали разные толкования. Хотя такие слова могут быть общими, в контексте BTS, проходящих военную службу и находящихся в переходном этапе контракта с HYBE, их смысл становится гораздо чувствительнее. Чингук вызвал ажиотаж, намеренно или нет, когда в международном интервью его спросили о будущем группы. Вместо конкретного ответа он сказал с осторожностью: «У каждого есть свои мечты, и BTS всегда будут частью меня, что бы ни случилось». Часть поклонников восприняла это как признание того, что изменения действительно рассматриваются. HYBE, обычно быстро реагирующие на чувствительные слухи, выпустили короткое заявление: «Мы понимаем обеспокоенность фанатов в связи с интерпретацией слов наших артистов. В данный момент никаких официальных решений об изменениях в составе или направлении деятельности BTS не принято. Вся информация за пределами официальных заявлений компании не может считаться правдой». Хотя это заявление прямо не отрицает возможность внутренних обсуждений будущего BTS, пространство для догадок остается открытым. Наблюдатели отмечают, что реакция HYBE указывает на осторожную стратегию коммуникации. В корейской индустрии развлечений приоритетом является поддержание имиджа артиста и связи с фандомом, но агентству приходится учитывать и бизнес-реалии. Отчет аналитика рынка развлечений даже отметил, что BTS, оставаясь главным активом HYBE, находится на сложном перепутье из-за контрактных факторов, возраста и личной динамики участников. В сетях обсуждение этой темы огромно. Многие фанаты пытаются разгадать коды в недавних взаимодействиях участников. Кто-то считает, что это всего лишь часть промо-стратегии или тизер нового проекта, но немало и тех, кто видит в этом признак начала новой главы, возможно, означающей расставание. Для исследователей корейской популярной культуры этот феномен – интересный кейс. Взаимодействие артистов и фанатов в цифровую эпоху перестало быть просто развлечением, превратившись в символическую форму коммуникации, способную влиять на общественное мнение. В случае BTS каждое слово, жест или публикация могут анализироваться, обсуждаться и даже использоваться как основа для прогнозов будущего группы. Судя по истории контрактов BTS с HYBE, текущий период весьма чувствителен. Ранее продления контрактов объявлялись публично, но в этом году момент особенно важен, так как личные контракты некоторых участников, по слухам, пересматриваются. История К-поп знает много случаев, когда крупные группы после военной службы либо возвращались в полном составе, либо сосредотачивались на индивидуальной деятельности.
В худшем случае, намеки на прощание от Тэхёна и слова Чингука могут стать ранними признаками того, что BTS в будущем будут работать скорее как сольные артисты, чем как полноценная группа. В оптимистичном сценарии это лишь часть творческого перехода в новую эру BTS, когда у каждого участника будет больше художественной свободы без разрыва связи группы. Эксперты по менеджменту артистов отмечают, что публика часто видит лишь эмоциональную сторону подобных ситуаций, в то время как за ними стоят сложные слои, долгосрочные стратегии, переговоры по контрактам, корректировка рынка. HYBE, как публичная компания, обязана поддерживать стабильность своих акций, на которые серьезно влияют слухи о распаде группы. Тем не менее, для миллионов фанатов важнее не бизнес-анализ, а ясность и прозрачность от кумиров. Молчание или чрезмерно дипломатичные ответы воспринимаются как усиление тревоги. Каждый раз, когда появляется неоднозначный сигнал, вспыхивают мировые обсуждения, демонстрируя, насколько прочна эмоциональная связь между BTS и ARMY. Со временем эти слухи могут быть развеяны официальными заявлениями или просто исчезнуть с выходом новых проектов BTS. До тех пор спекуляции будут подпитывать общественные разговоры. Является ли речь Тэхёна действительно сигналом к расставанию? Намеренно ли Чингук открыл пространство для интерпретаций? И почему HYBE выбрали полуоткрытый способ ответа? Эти вопросы до сих пор остаются в воздухе, создавая напряжение, которое, возможно, войдет в историю BTS как один из самых значимых моментов.